это, посмотри, что там делается, вот там. Как это называется? Пригород? Доброе утро, принцесса. Ой, иди скорее сюда. Иди скорее. Иди скорее к нему. Кто мой сладенький? Иди скорее сюда. Ты моя сладкая собака. Молодец, какая собачка. С добрым утром, Верусь. Вера, благородство, пидор. Я обожаю все эти словечки. Голубой. Ты что, голубой? Да. Какой это моя девочка? Я графический дизайнер, я занимаюсь еще керамикой, рисую для собачьего паблика просветительского. Ой, молодец. Еще я сын, мне кажется, он нормальный. Брат, друг. Пидор еще обязательно. Ну, это как бы часть огромная. Я гомик. Быть открытым – выбор. Часть меня огромная. Как? В Светлогорск я решил вернуться, когда началась пандемия, закрывать все стали. Я в депрессии, сидел дома, я прям вот мало работал. Это было очень грустно, невероятно грустно. Ты просыпаешься такой, ой, блин, я уже устал, все. Можно я, пожалуйста, весной проснусь? Я такой думаю, а что я сижу в тревожной Москве? Мне же повезло родиться в Светлогорске. Отличная. Молодец, какая собака. Это родное место, у меня здесь мама живет, сестра у меня тут живет. Тут все знакомо, все тропинки. Светлогорск единственный в России входит в европейское движение «Медленный город». И после этой тревожной всей Москвы для меня это какое-то супер идеальное место. Тут огромный лес, прям он чудесный, он разный очень. Картинка меняется у тебя все время. И сейчас именно мне это подходит. Ты идешь, в Вере все улыбаются, и ты такой улыбаешься, все так здорово сразу. Верусь, тебе все улыбаются. Да.
Когда я первый день пришла на студию, на которой я собиралась работать, мне было 19. Это было просто собеседование небольшое с начальником. Ну, сейчас мне смешно называть его начальником, потому что это просто прикольный чувак. Он просто поспрашивал, учусь я, работаю, понимаю ли я, что я не должна опаздывать. Показал мне комнаты, в которых я могу работать. И на следующий день я пришла, просто сидела, разговаривала на английском с какими-то прикольными людьми. Иногда они меня брали в приват. Всегда приятные комплименты получать, тем более в таком количестве. На работе я больше взаимодействую с мужчинами. Вы можете просто разговаривать, ты можешь мастурбировать, его фантазии обсуждать, которые он не может обсудить со своим партнером. Я никому не расскажу, я даже лица его не знаю, имени не знаю. Если это фантазия, то все окей. В вебкаме все работает точно так же, как и в блогинге. Тебе нужно найти свою нишу, заинтересовать зрителя. Нужно быть индивидуальностью для того, чтобы быть популярным. Я сейчас еще ездила к тете, которая с Польши приехала. И мне пришлось с дедушкой и с тетей разговаривать про работу. Ну, не знаю, все. Ну, теперь да. У меня рабочих дней в неделе 5. 4 из них по 6 часов, и 1 день 12 часов подряд я стримлю. Ты должен развлекать людей. Ты должен уметь их слушать. Они не должны тебя трогать. Нельзя позволять им общаться с тобой как-то плохо. Это черное? Если я там не буду отстаивать свои личные границы на работе, то я их в жизни не отстаю. Поработали, все нормально. Так проходит день в кампусе. Этот сериал мы снимали в прошлой жизни, от которой мало что осталось. И когда мы ездили по всей России, искали интересных квир-людей, чтобы рассказать их истории, мы даже не представляли, при каких обстоятельствах мы покажем это кино. И уж точно мы не думали, что всю нашу команду разбросает по всему миру, от Бразилии до Тель-Авива. Я 2 месяца назад оказался в Берлине. И хотя это не первый мой большой переезд, он точно самый тяжелый. Бывали дни, когда я к вечеру не мог уже ни говорить, ни ходить. Вся эта иммиграция мне казалась ужасной ошибкой, а мое будущее абсолютно беспросветным. Тогда я думал, что, кажется, начинается депрессия, и очень боялся этого. Но сейчас я понимаю, что это была здоровая, естественная реакция моего организма на перегрузки. Потому что иммиграция всех, абсолютно без исключения, сбивает с ног. И чтобы встать, тебе нужны какие-то опоры. Например, когда мы наконец сняли здесь квартиру, я помню, стало гораздо легче дышать. Еще мне очень повезло переехать сюда с моим любимым парнем. Говорят, что переезд — это испытание для отношений, но у нас, кажется, все классно. Мы вот даже собираемся пожениться. А еще мне очень повезло, потому что я почти не прерывал психоаналитический процесс. Просто мы с моим аналитиком занимаемся онлайн. Я и раньше был поклонником удаленной терапии, а теперь я просто ее фанат, потому что именно удаленная психотерапия позволяет тебе не прерывать процесс ни во время эмиграции, ни во время отпуска, ни во время жесткого рабочего графика. И я по-прежнему в этом смысле рекомендую своих друзей сервис онлайн-платформу психотерапии Ясно.Лайф. У сервиса онлайн-психотерапии Ясно.Лайф есть несколько очень удобных качеств. Здесь алгоритмы после небольшого опроса подберут и предложат вам наиболее подходящих психологов, а если вам захочется более точно подыскать специалиста, то поможет служба поддержки. Деньги списываются за 12 часов до сессии. Это помогает преодолеть сопротивление, и за сутки вам придет напоминание, чтобы вы точно не пропустили оплаченную консультацию. Важно, что все психологи на платформе обладают как минимум 3-летним стажем практики и хорошим образованием. Занятия онлайн экономят уйму времени. Консультация стоит 2850 рублей. А с промокодом КАРЕН вы получите скидку 20% на первую консультацию. Этот промокод важно ввести при регистрации. Ссылку вы найдете в описании.
Сейчас во всем мире идет месяц гордости. Это месяц, когда квир-люди себе и окружающим напоминают, что у нас есть все те же права, что и у всех остальных. Право любить и открыто выражать свою любовь, право заводить семью и детей и так далее. И сериал «Квирография», он ровно про это же. Так вот, чтобы реализовать все эти права, даже в самые мрачные времена, нам нужны все те же опоры. Это близкие отношения, ощущение смысла в жизни и хороший психотерапевт, который поможет навести какой-то порядок в своих мыслях и чувствах. Моя работа состоит в том, что я выбираю нитки под макет, располагаю, где вышивка, настраиваю машинку, контролирую, как это все происходит. Всем кажется, что это все просто. На самом деле с машинками надо поговорить, потому что у них есть свой характер. Если ты в ненастроении, то они это считывают и просто отказываются работать. Это на самом деле живые организмы. Их надо слышать. У каждой из них свой звук. На работе у меня очень громко, и хочется порой все выключить и поставить в уши беруши, но надо слышать голос каждой машинки. Я жила и родилась в городе Барнаул, это Алтайский край. Там вся моя жизнь была, там все мои друзья. Но, к удивлению, я все оставила. Я точно поняла, что мне в городе своем родном делать нечего. Мне там пусто, меня все душит. Купила большой чемодан, в который сама могу залезть. А родители: а зачем тебе чемодан? Говорю: я переезжаю. Они до последнего не верили, что я вот возьму и перееду. Я просто купила билет и ждала. Мама постоянно ходит, гадалка, и к астрологу ходила, что она только не делала. И очень смешно, что ей предсказали, что буду жить у моря и выйду за стоматолога. Наташ, на каком мы остановились? Ни одного кариеса. Закрываю. Гигиена на высочайшем уровне. Один или второй пациент за весь год такой, вот, честное слово. Я врач-стоматолог, лечу людей, делаю их улыбки лучше. Моя мама, бабушка, отец, зубный техник. Я в 3-м поколении стоматолог. Так и напишу. И все. А вот не зря попикали. Мне нравится ощущать отдачу от людей, потому что работаю я с людьми. Не с их зубами, а именно с целым человеком, с его страхами, с его переживаниями, болью. Пришел человек, ему перечислили от уха до уха все лечить, а что-то удалять. Страшно, неожиданно, я же чистил, доктор. Иногда получается трансформировать этот страх, доверие, спокойствие, расположить человека. Мои пациенты говорят, что почти не чувствуют мою анестезию. Мама научила меня секрету, поэтому очень деликатно стараюсь делать. Понимаю, что это действительно больно. Я сама не люблю лечить зубы. Каждый раз это для меня испытание, даже в кресле у мамы. Ждать и ждать. Ну ничего страшного. Подождем. Следующая остановка улица Совхозная. Stop Bamsil Carbo Township. 1. Stop Broadway Street. Stop Strelnitz Street. А пятерочка перпендикулярно ему небла, упертая, и шестерочка правильно стоит, и там бермудский треугольник. И ко мне пришел пациент, говорит, косточка гранатовая застряла между этим всем, больно, невозможно, я вытащить не могла 20 минут. А там кариес и пульпит.
Мне не нравилось в Омске то, в каком я состоянии там была. С работой не складывается. Когда закончится локдаун, никому не известно. Я пошла с этим к своему руководителю, она меня выслушала. В тот же день мне позвонила, говорит, в Калининград поедешь? Я говорю, да. Положила трубку и начала кричать на всю квартиру от радости и восторга, потому что на тот момент именно в Калининграде из всей страны мне нравилась девушка. Только в Калининграде. Все будет нормально. Все будет хорошо. Я родом вообще из Биробиджана. Биробиджан – это ИО, там живет 70 тысяч человек. Как только я понял, что я гей, я понял, что мне нужно уезжать из Биробиджана в город побольше. И я до сих пор помню этот день, когда, типа, завтра у меня электричка в Хабаровск, я уезжаю поступать в институт, и меня родители попросили выкопать картошку. Я помню свои эмоции, насколько остервенело я ее копал. Потому что я думал, все, я нафиг закончу это, я не буду этим заниматься, я буду умным, зарабатывать деньги, в общем, своей головой. Собственно, так и произошло. Когда-то мне казалось, Хабаровск – это просто мегаполис, в котором мне было суперкомфортно. Я такой был довольно медийный, меня много кто знал. У меня там было свое здание. 5 лет я им занимался, пока его в Инстаграме не заблочили. И это был повод для того, чтобы уже переехать в Москву. Мне было сложно в Москве. Чувствовал себя всегда чужим, очень простым человеком, как 3 копейки. И не могу вот я себя как-то начать строить, что я такой классный. Типа, я зарабатываю кучу денег, и у меня блог на YouTube. Я немного окунулся в эту среду, посмотрел на московских геев. И мне хватило, в общем, и я подумал, что все, хватит, можно уже ехать в Калининград и заниматься чем-то более спокойной какой-то жизнью, семейной. В Калининграде, к моему удивлению, много гей-пар. Мне говорили, что Калининград – это город пенсионеров. Но я вот заметил, что сюда пары приезжают, комьюнити приветливое, доброе, попозитивнее, чем в Хабаровске или в Москве. И получается так, что я всю жизнь откуда-то куда-то переезжаю. То есть был Биробиджан, потом Хабаровск, Москва, сейчас Калининград, дальше будет еще что-нибудь. Все классно. Сиськи видела? Натерли статуи сиськи, понимаешь? Зачем они реально трут сиськи? Ну блин, ну кто приезжает сюда? Ты же понимаешь? Типа что, потру сиськи? Ну, Никит, уровень развития. О, сиськи. Вот это вот. Ты же понимаешь, как это все работает. Да, погодка. Ля-ля-ля. Назарка. Ля. Ля-ля-ля. Голосочек давай добавлять. Ля-ля-ля. Молодец. Молодец, ты посмотрел. Умница. Можно дальше играться? Я работаю с детьми аутистического спектра. Для нас самое главное – это подстроиться под ребенка. То есть смотреть, что ему нравится, предлагать разные игрушки. Там эту игрушку. Короче, все самое разное предлагаем. И за что-то он все-таки зацепляется, да? Ух ты! И потом ты начинаешь с ним играть, начинаешь к нему присоединяться. Типа вот давай сначала ты, потом я. Бам-бам-бам-бам-бам. Молодец! Давай тихо.
Я помню, когда я захотела именно работать в сфере психиатрии, на самом деле с самого детства. У нас была большая медицинская энциклопедия. Я прочитала там и про различные сексуальные девиации, прочитала про шизофрению, и я поняла, что да, вот это мое. Ну ладно, я хочу сам. Ну хорошо, давай сам, как ты играешь. Я и моя личность, моя работа – это вот очень важно. Я вот больше склоняюсь там, к партнерским отношениям. Не вот именно к таким классическим отношениям, которые вот в моем коллективе часто пропагандируются, там типа дети, ипотека и так далее. У меня есть одна коллега, она максимально традиционных взглядов, хотя она молодая, ей неприятны бисексуалки, лесбиянки. Как будто они будут ее хотеть, и это будет ей некомфортно. Говорю, а в компании мужчины тебе норм? В компании мужчины, мне нормально. И она почему-то начала меня очень так напористо спрашивать: а ты же не относишься к ЛГБТ? Ты же не относишься? И я ей сказала, я отношусь. Она так очень смутилась и ну ладно. Вот. Я так немножко подумала, наверное, она будет приходить на работу и чувствовать себя неловко, потому что я ее хочу. Господи, Лиса, какое-то страшно. То люди посмотрят и скажут: ёб твою мать, кто ее учил краситься? А никто, сама. Мое первое выступление на сцене было 4 года назад. Какой-то парик, вещи в секонде купленные, и туфли у мамы взяты. Мама высокая у меня, размер ноги одинаковый. И как друг загримировал, так вот все и получилось. У меня всегда есть в террасе такой страх и такая мысль о том, что вдруг люди там: фу, пидоры, это развернутся такие. Пидоры. Нет, такого тоже не было. Не, я сразу выхожу под нас. Нихуя не получил за тебя. Это что, пиздеть не надо. Пидор, блядь. Они такие смелые, блядь. Да, конечно. Мой образ Мария Радужная. Это взрослая, пожилая такая женщина. Представляешь, я не могу брови накрыть опять. Даже по трафарету, блядь. Даже по ебаному трафарету. Гэкает, гокает, шокает. Прям деревенская женщина. Простая, любящая всех, добрая. Пиздец, блядь. Что за... Подойдет, к сиськи прижмет, пожалеет. Хороший образ. Кстати, не так уж и страшно, да, в принципе? Я их еще знал. Более-менее. Я собирал его постоянно. В Калининграде этого не было. Я, так сказать, первый. Не так легко, да, брат? И сейчас ты смотришь на эти фотографии, думаешь: твою мать, ты ногами, что ли, красился? Люди, понимаешь, еще самое интересное, говорят: ты такая красивая. Думаю, сейчас вы крысы. Я первый год боялся микрофон в руках держать. Мне давали микрофон, я старался быстрее кому-нибудь отдать. Реально была боязнь какая-то сцены. Такой звук, ебаный стыд. Честно, я поначалу начал заниматься этим. Показать, что мы тоже можем в Калининграде.
показать другим людям, которые, любят наряжаться, что у нас тоже это все возможно. Просто не надо бояться. Ручки выше! Поехали! Нужно просто не бояться. Просто не бояться. Я, конечно, сейчас уже не рвусь так сильно прям выступать. Хочется. Я же так к этому спокойно отношусь, но бросать не хочется образ. Типа как сука просто, понимаешь? Как шлюха в Геленджике на трассе, честно. Как эта песня? Та-та-та, море, корабли, расходятся туман. Блять, я ее делал, не помню как. Море... Дай мой телефон. Где мой телефон? Образ Марии Радужной позволяет чуть больше, чем позволяет себе Игорь. У Игоря очень скучная жизнь. Не сравнится с Марией Радужной. Не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так? Мне пришло это в голову пару лет назад. Просто надпись слова «пидор» со вписанным членом. Еще как бы стал так вписан. Он около тебя стоит. Для меня это важно, во-первых, высвечивать эту тему сексуальности. Ну и письки — это же прикольно. Мне нравятся письки. Хороший день. Погода. Весна, Дусенька моя. Веруся. И хуёчки. Идем, идем. Иди, Вирус, встречай. Мама, да, она очень опасается, конечно же, что сын пидор. Да, твоя И вот побьют, то все. Ты хорошая, Верка. Собака большая. Ты умница. Но он тоже молодец, ее держит, видишь? Молодец, Конечно же, страшно. Нет, наоборот, мне кажется, что чем ты более открытый, тем оно все и безопаснее. Чудо. Мне было где-то 24-25, возможно, около того. Она случайно сама спалила. Зашла без стука в комнату, а мы обнимались там в одежде. Но обнимались и целовались. После всего этого был какой-то разговор, примерно через пару месяцев. До этого времени мы с ней, в принципе, прекратили общаться, и прям тяжело очень было всем. И поговорили, пришли к тому, что мое счастье не должно как-то ни у кого вызвать каких-то вопросов. Это главнее всего. Да. Пойдемте. Пойдем. Пойдем, моя красота. Пойдем, моя девочка. Тогда на день пионерии сделаем тогда. 19 мая. Слушай, а день комсомола 27, по-моему, октября. Сейчас скажу, какого.
Откуда я знаю? А, ты же не был комсомолом. Чуть ли этого вашего комсомола. По-моему, 27 октября надо вспомнить. Ну, вот самое в Одноклассниках напишет. Мне еще работать сегодня. Много еще? Да, картинка девчонкам в собачке. А, собачка? Угу. Слушай, я же прочитала про этого барсучка, мне так жалко. Ну, а что делать? Барсучка жалко. Самая сильная любовь в моей жизни длилась всего полгода, но я прям себе понравился. Я прям был супер партнер, принимающий, каким я бы и хотел. Чувак был спокойный, но при этом супер открытый. Вдохновляющим он был очень. И тоже топит против гомофобии. Познакомились мы в Тиндере, а расстались в WhatsApp. При этом на работе тоже все очень бережные. И когда я там сижу грустный и говорю такой: о, меня только что мужик в WhatsApp бросил. Они такие: о, как же так? О, бедный Ренат. О, блин, мужик в WhatsApp бросил. Выходит глава компании и говорит: что он плачет? Мужик в WhatsApp бросил. О, какой ужас. Ой-ой-ой. Ну, они все очень так бережно очень. Моя мама узнала о вебкаме сразу, как только я пошла работать туда. Но я ей завуалированно очень говорила. Я говорила, что я просто сижу в одежде и общаюсь. И потом, спустя 3 месяца, как я работала, произошел слив. Конечно, перед этим они пишут себе: мы удалим это видео, если ты нам скинешь деньги. Но они никогда не удалят это видео. И ты будешь скидывать им деньги еще очень долго. Поэтому я просто игнорировала, и это их разозлило. И они разослали моим друзьям и друзьям моей мамы. И я даже не знала, кто что видел, кто что знает. Когда маме пришел слив, она была шокирована. Тем более прислали ее родной сестре, с которой они в этот момент сидели в одном офисе. И когда твоя сестра подходит тебе и говорит: твоя дочка проститутка, непонятно, как реагировать. Она написала мне, сказала, что она в недоумении, и она разочарована, что я ей ничего не сказала. Она спрашивала, не собираюсь ли я уходить. Я сказала, что нет, я не собираюсь, мне все хорошо. Просто сейчас вот это все переболит, отпустит меня, и я заново пойду работать. Сейчас моя мама хорошо относится. Спрашивает, как у меня дела там. Не говорит ничего негативного в сторону моей работы. Ладно, будем надеяться, что она просто перепила. Потом утром в директ: тук-тук-тук-тук. Надеюсь, что нет. Софа, привет!
Okay, so Sophie is here. Ukanos is absent. Okay, so at first I will ask you some vocabulary. Пожалуйста, Софья. I don't know. Год назад. И я просто знакомилась с девчонками на Тиндере. Я просто хотела с ними общаться, встречаться, спать. Но ничего серьезного. И с Викой познакомилась с такой же целью. Я влюбилась в нее, потому что она увлеченная. Я когда смотрела ее видео в истории в Инстаграме, я думаю, боже мой, что за чудесная женщина. В тот день, когда я предложила ей встречаться, я сидела и думала, а как ей об этом сказать? Просто «давай встречаться» звучит супер банально. Я вспомнила, что на одном из первых наших свиданий я обсуждала, как женщины предлагают женщинам пожениться. Кольцо на безымянном пальце – это больше гетеросексуальная традиция. Я подумала, ну, можно же менять кольцо с одного большого пальца на другой большой палец. И я просто взяла ее руку и поменяла ей кольцо с левой руки на правую. Она посмотрела на меня, улыбнулась и сделала то же самое с моей рукой. Наши отношения были ребяческими немножко. Мы вели себя такие дети. Мы находили какие-то места, куда мы могли поехать вместе на машине, просто встретиться, покататься. Для нас уже было классным свиданием. Решение о нашем расставании принимала я, ведь этого не хотелось. Мне не хватало ее как личности, отдельной от меня. Вся ее жизнь крутилась вокруг меня. Мне было очень трудно с этой мыслью смириться, тем более проговорить это человеку, которого я все еще люблю. И я сижу, у меня язык не шевелится. Я не представляю, как это проговорить. Я хочу с тобой расстаться и видеть эту боль в глазах человека. Мы еще жили вместе 2 недели. Мы приходили с работы, что-нибудь вместе смотрели. У нас не было ни секса, ничего. Мы просто спали, разговаривали много, вместе проживали этапы принятия и помогали друг другу. И потом разъехались в один день. Куда мы... Что нам нужно сделать до отъезда из Калининграда в Грузию? Никита. Ну, положить документы на Мишу и отвезти вещи в хранилище. А наследство еще, кстати, ты сказал про документы, я думал, ты имел в виду наследство. Ну, если тебя убьют в Грузии? На случай, да, если тебя убьют в Грузии, квартира, чтобы... Я забил в Грузии до смерти. Нет, кстати, надо еще медицинскую страховку. Да, просто правда, я бы хотел уже, чтобы мы это наследство сделали. Да? С Никитой мы познакомились по работе. Никита довольно перспективный молодой человек. То есть я так прагматично на него посмотрел. То есть сначала, конечно, безусловно, это какая-то влюбленность была, но потом я начал просто присматриваться к нему как партнеру на долгие отношения. Да, я вижу там его там интеллектуальные качества, его отношение к жизни. Я понимаю, что он разделяет мои взгляды. И я думаю, что с этим человеком можно кашу сварить. У меня что-то не так. Шикарно. Все. И нам нужно сертификаты на прививку. Мы воспитывались примерно в одних регионах, примерно подобными родителями. Он же с Комсомольска, там же вот все гопники, вот это все. И он воспитывался так же, что слово пацана, там, бла-бла, не предавай там любимых, вот это все. Мне кажется, если бы у него была там типа жена и дети, то, я думаю, он был бы отличным отцом. Ну, еще? Да, молодец.
смысле, он реально даже со стороны сделает? Еще. Да, молодец. Все как кнопку нажимает, да, типа? Мишень, еще давай еще. Своим родителям я сказал про себя где-то года в 23. Я понимаю, что я типа настолько заврался, и в какой-то момент родителей может просто не стать. И я пойму, что я просто как бы, ну, там последние 10-20 лет просто им вру. А их уже нет, и я уже не смогу с ними поговорить об этом. Зачем создавать вот этот идеальный мир маме, в который она будет верить? Это жестоко немного. Реакция была интересная, потому что то ли мама, то ли папа сказали, мы так и знали. Говорили, что, может быть, ты лучше бы об этом не говорил, но я продавливал ту же линию, что я хочу быть просто с вами откровенным. Да, может быть, вы там сейчас меня не понимаете, но я думаю, что какое-то время пройдет, и мы найдем общий язык. Ближе к 30 годам я стал понимать вот эту историю. Геям нужны права и все такое. Мы купили квартиру, и вся ипотека сейчас на Никите. Если с Никитой что-то случится, квартира уйдет не мне. Хотя в доле этой квартиры, в этих деньгах, половина моих денег. Я попаду в реанимацию. Но Никита же не сможет прийти и узнать что-то обо мне, потому что по факту он мне никто. Безусловно, есть выход. Можно пойти к нотариусу, оформить наследство, медицинское представительство. Даже сейчас, когда я приходил к нотариусу консультацию, да, у нотариуса какой-то тоже вид такой. Вы хотите, чтобы типа этот другой мужчина был вашим медицинским представителем и отдать ему все свое имущество? Ну, видно, что у него такое, типа, что? Система – это то система. Ее можно менять только очень по чуть-чуть. Поэтому я говорю, можно мне хотя бы чуть-чуть прав пока? Может быть, и записаться сразу. Ну, все, понимаешь, скрепы. Все для скреп. Я не знаю, как это сделано, но как это работает. Вообще, я сказал, дождь пойдет. Да. Мы едем в Москву. Забирать собаку. Знакомиться с Лизиной мамой первый раз вживую. Моя мама, наверное, скажет, а мне не дарила. Да, солнце мое. Солнце. Здрасте. Подожди, я тоже хотела. Привет, солнышко, рада с вами познакомиться. Ты мама. Ой. Лиза сказала, что вы очень любите цветы. Как с матерью, да, вообще-то. У меня с мамой очень хорошие отношения. Мы с ней друзья, лучшие друзья. Я могу с ней обсудить вообще все, что угодно. Я рассказала ей о своей ориентации где-то, наверное, через полгода после того, как первый раз влюбилась в девушку. Я помню, это было вечером. Начали готовить еду, выпили по бутылочке пива. И я такая, ну теперь можно рассказать. И рассказала ей. Она так смотрит на меня. Ну, наконец-то ты решила со мной поговорить. Я, признаюсь, я знала давно. Я читала твой дневник. Пришлось мне признаться, что я прочитала ее дневник. Это был шок для нее больше, чем вообще открытие мне своей ориентации. Это счастье, что это было, потому что я же не знаю, как я бы среагировала бы тогда, если бы я была не подготовлена. И у меня была очень долгая надежда, что, может, это все переменится, что это, может быть, может быть, как-то это все переиграется, может быть, это пробы и ошибки. Ну, а потом поняла, что, наверное, уже и нет, и не переменится. Скучилась, хочешь? Да, ты именно брошенная. Мне теперь дома так одиноко. Тихо. Потому что я не мыла тебя. Нет. Просто повстречаемся. Я знала, что у Лизы замечательная мама. Понятно, что яблоко от яблони. Помню очень четко, когда я с ней по телефону поговорила. Мы были на море, и Лиза позвонила по видеосвязи маме и говорит, на, поговори с мамой. Паника такая. Вот так вот просто поговорить с мамой. И Лизина мама признает такую благодарность, что вот спасибо, что с моей дочерью и оберегаешь ее.
Меня это так тронуло, потому что я просто с ней и не оберегаю, просто рядом с ней. Никаких геройств я не совершаю. Но она так сказала, что меня прям растрогало очень сильно. И когда я увидела, как они обнимаются, и сколько у них искреннего тепла и тактильности, я даже отчасти, да не отчасти, в общем-то, сильно ушла в себя, сравнивая свои отношения с мамой, которые не такие, они иные. Thank you for choosing Air Express. Goodbye. Hope to see you soon. Аэроэкспресс прибывает на конечную станцию Киевский вокзал. Счастливого! Мы все травмированы в детстве. Мне не хватало любви. Моя мама, иногда она очень скупа. Если она что-то похвалит, то это просто верх радости. Мама, она как будто бы до конца, она думает, что я притворяюсь. И я просто хочу таким образом привлечь к себе внимание. У нее есть подруга, и вот у нее дочь лесбиянка настоящая, трушная. А вот ты нет. У меня был опыт попытаться познакомиться с девушкой предыдущей, но она не поняла, что для меня это важно. Она прям прочувствовала, что я подготовилась, прям долго шла к этому. Мы зашли в кафе, я говорю: мам, я хочу. Она говорит: молчи, я знаю, что ты хочешь. Нет, и больше даже это не произноси. Мне до сих пор снятся какие-то кошмары. Снится, что мама выгоняет из квартиры, кричит, что у меня здесь ничего своего нету, и сожалеет, что меня родила. И когда я рассказываю о том, что мне снилось ты, и это были тяжелые сны, она говорит: значит, ты неправильно живешь ведь. Ты сама понимаешь, что так неправильно, так нельзя. У меня раньше дома была коллекция приборов всяких заведений. Это, конечно, плохо, но я иногда вхожу в какой-то кураж и не могу остановиться. Мне очень важно что-то вытащить. Это какое-то детство. Наверное, мой внутренний ребенок в это время выбегает и кричит: так, унесем это, унесем то. Тихо, появись! Лизина мама, конечно же, она уже при встрече сказала, что у меня 2 дочки. И я ощущаю, что она восполняет какую-то недостатку любви моей мамы. Она сама это ощущает и додает, потому что она постоянно восхищается и радуется, и я вижу это, эти эмоции чистые, эту любовь. Марина мне нравится. Марина тоже осознанный человек, она тоже растет, ей тоже достаточно нелегко досталось в жизни. Они растут вместе. Ей хорошо, им хорошо, и слава Богу, они счастливы. Что же еще можно пожелать? Да, у нее есть своя жизнь, она вправе ее решать и жить ее так, как она хочет. Я хочу, чтобы она была счастлива. И я хочу быть счастливой. У меня есть своя жизнь, представляете? У нее своя, у меня своя, они не пересекаются, но они друг друга взаимодополняют. Загадываем желание. Еще рано. Никогда не рано. Корвета. Свои чемоданы отложили. Следующий. Стоите, а то как испуганки какие-то серьезные. Я очень хотела стать психиатром, но из-за семейной ситуации у меня не получилось. Были не очень отношения в семье хорошие. Я это достаточно тяжело переживала, и я думаю, что отчасти поэтому я захотела заниматься именно этой профессией. У моего отца были психические отклонения, проблемы с алкоголем.
Он не мог найти работу, и моя мама полностью обеспечивала семью. Она делала все по дому, но он не делал ничего. И вот, наверное, тогда в моей детской психике сложился такой момент, что женщиной, наверное, быть вообще полный отстой, потому что мужчина может вообще ничего не делать, да, там, и вести себя как хочет, а женщина должна делать абсолютно все. Он мог позволить применить себе насилие по отношению ко мне, по отношению к моей матери тоже. Сексуально, было. Я, когда рассказывала, мне мама не верила. Но это было... это был не половой акт, это не было именно в постоянном процессе, но именно насилие было и достаточно, серьезное. Ну и самое обидное было, что мне не верили и либо вообще не слышали этого, типа, да ты себе придумала. Почему-то моя мама решила, что ей некуда идти, и это ее единственный возможный вариант — терпеть насилие над своим ребенком, не замечать его. Признать, что, 18 лет ты жил с насильником, это тяжело. Но когда она это признала, я приняла себя такой, какая я есть. И приняла ее такой, какая она есть. Мне кажется, у меня это генетическое, потому что моя мама с утра всегда вставала пораньше и сидела очень-очень долго, красилась и ярко. У меня с сексом сложные отношения. Есть какие-то моменты, которые меня до сих пор еще блочат. Мне кажется, что от травмы в сексуальной сфере до конца избавиться невозможно, но можно принять ее, полюбить ее такой, какая она есть. Моя травма. Я люблю тебя. В 13 лет я начала испытывать сексуальное влечение к девушкам, но я это подавляла. Я говорила, что я ненавижу там женщин, фу, мерзкие там женщины, мужчины такие умные, такие хорошие. Я постоянно впадала в эти абьюзивные отношения, я постоянно пыталась вести себя как моя мать. Как-то бессознательно ты это делаешь, падаешь в эту яму и не понимаешь, почему постоянно ко мне фигово относятся. Но на самом деле это просто ты выбираешь таких людей. Сейчас я в абсолютно других отношениях, где меня ценят, уважают, и моя личность — это вообще самое главное, что есть. Ну что, продолжаем? Да! Мы познакомились на тусовке общих друзей. Он меня очень поддерживал, всегда меня слушал. Он видел, что мне нравятся девушки, что я там могу сказать: о, там это очень красивая девушка. В какие-то моменты, да, я могу увидеть девушку, она мне может очень сильно понравиться. Но мне нравится человек. В данный момент это Саша. Я состою с ним в отношениях, в союзе. Вал. Блять, литовский вал 87. Блять. Как-то все непонятно. Не люблю. Не люблю я вот это вот. Вот это все.
на Невского. Мама увидела меня в образе первый раз, когда я вот в Хэллоуин накрасился. Она сказала, пиздец, родила сына, пришла дочь. Но все равно на выступление приходила, поддерживала. Помню, более-менее лет 6. Я понял, что мне очень нравится. Парни. Никто бы так не знал. Никто. Было страшно. С Богом. Ой, блядь. У меня мама, она растила нас с братом одна. Она такая у нас женщина, очень строгая. Я думал, она просто меня возьмет за шкварники и выкинет с 4-го этажа. Когда вот были такие фильмы, там что-то была тема про геев, да, она все время говорила, не дай бог, вы станете там этими педиками, я вас убью. Я рассказал ей в 2011 году. 26 лет мне было. Она была в Германии. Она была далеко. Я просто написал ей в Одноклассниках. Мама, я люблю Андрея. Вот фотография Андрея. Вот и все. Она со мной не общалась. Недели 2 она вообще. Мама потом все равно позвонила. Начала со мной общаться так же. Стало прям легче. Тебе не то, что камень, тебе просто, блядь, гора была вот сверху, и ты прям раз и скинул ее, и прям стало легко. Грузчик, парень работящий. Все. Пока. Здесь должно быть посыпано либо вафелькой, либо конфеткой, либо я конфетку иногда делала на мелко. Ну, что получилось? У меня были отношения настоящие, самые-самые яркие, самые прям такие очень, которые вспоминаешь. Это был Антон. Чем понравился мне Антон? Да хуй его знает. Я просто влюбился и все. Познакомился в компании. Банально в компании. Красивый, талантливый, простой. Моя хорошая. Да. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. В принципе, моя семья про нас знала. И да, я с мамой даже познакомил. Даже в гости мама частенько к нам приезжала. Было легко, было классно, было клево. Мы любили друг друга. Все. Ой, как хорошо. Что дождь так начался, блин. Как назло. 4 года мы были вместе. Да. Нет, 3 года, да. 3. Время после этих отношений, было тяжело. Что помню, к подруге, к Настеньке, с бутылкой водки. Мы купили много еды. Что-то так напились мы. Прям надо было приреветься, выговориться. И все, как-то стало потом полегче, выгорелся. И все, и потом жизнь пошла дальше. Я сейчас один. 5-7. У меня уже нет отношений. Не оставлю. Ты такой прям домашний. Он напишет, давай там встретимся. Думаешь, ой, не хочу киношку, хочу лежать и все, ничего не хочу. А сам потом сидишь и думаешь, так и приходит старость в одиночестве. С кошкой. Кошка уже есть, все, я уже, можно сказать, там кошатница. Я бы постаралась прям. Это потому, что у нас на мопеде пьяная падала. И, короче, мама каталась на мотоцикле с кем-то там и во враг улетела, мной беременная. И вот поэтому чуть-чуть Поэтому какой мама дебил. Потом там потом еще третье, что собака должна
Вы без добавочек, да, как яйца? Без всего, да. Вот чай. Семейные истории. Нравится упаковка, но сплошная гетеронормативность. Я из-за этого не покупал ничего из этого. Потому что семьи разные. Вкусы эти интересные, но я себе не могу позволить их купить. Просто по соображениям морально-этическим. Всего доброго. Взаимно, да, счастливо. Давай. Молодец. Я один. Самопартнерство я уже 2 года. С собой иногда трудно договориться. А тут еще кто-то со своими человеческими этими качествами. Сейчас мне не хочется туда вкладываться. Парность эта вся, она, мне кажется, тоже очень переоценена. Я просто супер партнер себе. Я хвалюсь себя, я принимаю себя, я проговариваю все свои чувства, эмоции, проживаю их. И это так оказалось важно вообще с собой хотя бы договориться, прежде чем с кем-то что-то строить. Тебя отряхнуть? Хоть сиди здесь, если хочешь. Если хочешь? Ну, конечно, хочешь. Сиди спокойненько. Ты молодец. Моя принцесска. Чё ты смотришь? Ничего не вижу, сам себя я ненавижу. Я кусаю губы в сон, но сегодня надо просто быть с тобою рядом. Ночь, долгожданная свобода. Мои родители могли сказать, что ой, ты поправилась, из-за чего я садилась на диету. Потом у меня было компульсивное переедание, потом я вызывала рвоту и так по кругу. Я стала анализировать, почему у меня возникают мысли о том, что мне нужно похудеть. Первым фактором были комментарии родственников, которым я сказала не делать так, что меня это ранит. Вторым фактором были блогеры. Я просто отписалась от всех, кто пропагандировал правильное питание не для здоровья, не в удовольствие, а для того, чтобы быть в определенной форме. Я заинтересовалась феминизмом еще в 10-11 классе школы. В принципе, не отношу себя ни к одному из течений, но ближе всего мне интерсекс-феминизм, который поддерживает секс-работниц и приравнивает секс-работу к обычной работе. С чем я согласна. Не воспринимаю мужчин на работе как реальных людей. Я просто их вижу как своих фанатов без лица. Я вижу себя, а я себе очень нравлюсь. Я смотрю на картинку, как это все выглядит, как красиво падает свет. И я просто мастурбирую, если мне этого хочется, и мне еще за это заплатят. Да, я продаю секс, но не с кем-то, а сама с собой. Если вебкам — это проституция и торговля телом, тогда обычный моделинг — тоже торговля телом. Люди, которые зарабатывают на своей внешности, на своих способностях в позировании, я делаю то же самое. Почему меня могут за это стыдить? Я ни у кого не ворую деньги и никого не убиваю. Я людям только удовольствие приношу. И людям, и себе.
может быть жизнь скучной с этой женщиной. Не может. А теперь еще и собака. Я начала замечать вот эти моменты баланса, что мы с ней уравновешиваем друг друга с начала нашего общения. Практически сразу. Я люблю готовить, она обожает убираться. Когда она в стрессе, я спокойна. Когда я в стрессе и в эмоциях, она спокойна. Привет! Иди сюда. Быстро! Быстро иди домой. Молодец. Вот. Да, у меня сосед. Привет, это же самое. Да. Я просто раньше выносила мусор очень редко, может быть, раз в 2 недели, а может быть, даже реже. А когда мы стали вместе жить, мусора, на удивление, стало больше. А теперь на строе, и мусор надо вообще выносить очень часто. Это просто для меня катастрофа. Когда один раз Лиза вышла на работу, а я осталась у нее, и я подумала, уберусь-ка я у нее. Это тоже как бы для меня один из способов сказать, что я тебя принимаю, ты мне близок, я хочу навести у тебя чистоту. И я так аккуратненько прибралась, и уже с предыдущим опытом, в ожидании того, что а надо ли это человеку. Прям он цветет у меня прям. А Лиза была в восторге, она даже своей маме рассказала. Керамика у них там тоже примерно. И каждый раз, когда я что-то делала, уже впоследствии для Лизы, я сравнивала с предыдущим опытом и так, с осторожностью. Так, из-за угла взгляда так. А ты можно или нет? А ты мне позволяешь так делать или нет? Не знаю. Я люблю сочинять сказки перед сном. И для меня это тоже выражение своих чувств и эмоций, что я тебе сочиняю сказку. Для тебя. Только для тебя. Надо ей сочинить сегодня. Когда я познакомилась с ней, я была в шоке от ее увлечений. И танго для меня это было абсолютно новое. Мне понравилось, особенно ощущение ведомого и ведущей. Это что-то такое прям из жизни. У меня была мечта в 10 классе, как у любого подростка, о сильной взаимной любви. И вот я ее получила. Именно с переездом я ощутила, что моя жизнь полностью в моих руках и зависит только от меня. Что ты можешь изменить все, что захочешь. Не нравится – берешь, меняешь. Я дома. Вот здесь я ощущаю себя дома. Как будто я уже пустила здесь корни и распускаюсь. Здесь дышится иначе. Здесь пахнет морем. Часто разговариваю с родителями по телефону и рассказываем о своей жизни. Потому что у них же тоже нет понимания, как живут однополые пары. И когда мать понимает, что моя жизнь не отличается от семейной жизни моей сестры, она устает переживать. Вроде у них все хорошо. Живут там, поддерживают друг друга. Ему не одиноко, ему хорошо, поэтому все ок. У меня такие моменты в жизни были, что по ним можно сказать, что ёб твою мать, что можно сказать, что стыдно. А так, то, что я гей, мне не стыдно. Ну, честно, не стыдно. Главные люди в моей жизни, это вот мама и брата не знают, и все, остальное все пофиг. Это очень тяжело, когда ты не можешь с мамой там, или там, с отцом чем-то поделиться. Это очень печально. Я планирую закончить работу вебками, но не знаю, в какой момент. У меня нет четкого плана пока на будущее. Но я точно знаю, что я хотела бы иметь свое арт-пространство. Хотелось бы что-то классное для этого города открыть. Люди здесь здоровские. Хотелось бы, чтобы у них было больше возможностей проявлять себя. Я сейчас счастлива. Я бы хотела продолжать развиваться, приносить пользу, какую я могу принести людям, развивать свою личность. Будущее — это не страшно. Это здорово.